Итак, коллеги, у нас перед вами лежит цифровая лаборатория. Они разные. У вас цифровая лаборатория электрические явления. Прежде всего я начну с флеш-карты, на которой записано программное обеспечение, которое мультидатчик сопрягается с вашим компьютером, ноутбуком или телефоном. Обычно в ноутбуках и телефонах есть Bluetooth, соединение идет по Bluetooth, поэтому вам такой адаптер не понадобится. Но если вы программное обеспечение устанавливаете на компьютер старого образца, и там просто нет Bluetooth, тогда вам понадобится вот этот маленький адаптер, с помощью которого вы установите сопряжение между вашим компьютером и мультидатчиком. Ну, теперь, конечно, самое сердце, основное, это сердце цифровой лаборатории, вот такой мультидатчик. Есть датчики встроенные, есть датчики выносные. Во-первых, есть кнопочка включения-выключения. Дальше, как сначала начнем с выносных датчиков. Датчик высоких температур входит отдельно. Датчик изучения магнитного поля. У меня нет, а у вас в комплектации еще должен быть датчик магнитного поля Земли. Дальше датчик измерения абсолютного давления. Вот он у нас есть. И провода типа крокодил, два провода типа крокодил и провода щупы. Это для амперметра и вольтметра. Давайте рассмотрим, есть ли какие-то особенности у датчиков и что мы можем делать с этими датчиками. Итак, первый датчик – датчик температуры. Еще не сказала один момент, остановлюсь опять-таки на моем любимом мультидатчике. По сути, это маленький компьютер, который в себе аккумулирует все знания, мало того, что получает данные, он их обрабатывает, выдает нам готовый результат. С ним, конечно, надо обращаться вот действительно как с компьютером, очень аккуратно и внимательно. Разработчики постарались его оформить максимально понятно и приятно. Все датчики, входы подписаны. Температурный датчик позволяет нам работать с температурами от минус 50 до плюс 140 градусов. Температура – это одна из самых важных и востребованных характеристик при исследовании каких-либо объектов. И поэтому температурный датчик тоже самый востребованный из датчиков. Следующий датчик, о котором я хочу с вами поговорить, это датчик напряжения или вольтметр. Датчик встроен в мультидатчик, к нему подключаем только провода. Выбор проводов вами осуществляется в зависимости от того, какая цепь у вас собрана. Датчик напряжения измеряет значение постоянного и переменного тока. В комплекте находятся два разных провода с зажимом типа крокодил для подключения к электрическим схемам и штекера для соединения с беспроводным мультидатчиком. Диапазон измерения выбирается в программном обеспечении для сбора и обработки данных. Диапазоны могут быть разные, мы можем выбрать от минус 15 до плюс 15, вот на слайде написано от минус 10 до 10, от минус 5 до 5, от минус 2 до 2. Разрешение достаточно высокое, 1 милливольт, то есть это тоже датчик, который востребован, особенно вот в комплекте электрические явления. Следующий датчик, пожалуйста. Следующий датчик у нас это датчик силы тока. Силы тока или амперметр. Измеряет значение постоянного и переменного электрического тока. Находятся также, вот эти же провода можно использовать применительно к этому датчику. Датчик аналогичным образом, он встроен в мультидатчик. Диапазон измерения от минус 5 до 5 ампер. Идет в комплекте с датчиком напряжения, и мы работаем, когда работаем с электрическими цепями. Можно использовать два этих датчика одновременно. Вы видите сейчас на скриншоте у нас можно посмотреть одновременно напряжение, силу тока. Можно эти датчики использовать отдельно друг от друга. Просто магнитного поля. Вот оно. Или теслометр. Измеряет значение индукции магнитного поля. Он выполнен в виде такого конусного зонда. Чувствительный элемент датчика встроен вот сюда в интегративный элемент пола и смонтирован в торцевой части этого зонда. Диапазон измерения от минус 100 до 100
разрешение тоже всего 4 сотых. Где мы можем использовать этот датчик? При прохождении главы «Магнитные явления», измерение поля постоянного магнита, измерение магнитного поля вокруг проводника с током. Итак, скачивание и выгрузка данных измерений. Приложение Znайка Lab представляет собой функционал получения данных, выгрузки данных, полученных в результате практической работы в разных форматах. Если вы посмотрите на скриншот, то в правом нижнем углу синяя кнопочка, на нее показывают 2 стрелочки. Вот с помощью этой кнопки можно будет выгружать данные. В верхней части находятся значки. Первый значок фотоаппарат, можно во время работы производить съемку, делать фотографии. Дальше идет у нас значок ромбик, это фирменный значок по Знайке, но мы к нему вернемся еще. Дальше настройки. В настройках вы можете установить пароль, чтобы вы только заходили в эту программу и пользовались лабораторией. Либо можете установить, что вход без пароля, когда с этой лабораторией могут работать все. Дальше идет значок И, кружочки. Это значок, который вы можете зайти посмотреть все данные лаборатории, кто произвел, в каких параметрах, сертификаты и так далее. И последний значок прямоугольный – это зарядка мультидатчика. Итак, теперь немножечко поговорим о структуре лабораторных работ, которые у нас представлены в методическом пособии. Как же устроена наша лабораторная работа, которая входит в методическое пособие? Все работы устроены по одному плану, по одному содержанию. Тема, цель работы, целеполагание самое основное, то есть описаны приборы, реактивы, оборудование, которое потребуется, поэтому можно сразу по описанному оборудованию подготовиться, все укомплектовать. Дальше у нас идет теоретическая часть. То есть вот методическое пособие – это, в общем-то, готовый комплект для изучения материала. И в конце идут контрольные вопросы. Контрольные вопросы тоже такой момент, вы их можете расширять, можете давать по своему усмотрению. Поэтому мы просто с вами разберем одну практическую работу. Реостат, управление силой тока в цепи, делитель напряжения. Какое оборудование вам понадобится? Вам понадобится источник питания, реостат, лампа на подставке, мультидатчик, ключ, датчик амперметр, датчик вольтметр и соединительные провода. Какую мы цель преследуем? Изучить принцип действия реостата как регулятора тока в цепи, а также продемонстрировать его функции в качестве делителя напряжения. То есть, по сути, здесь у нас будет 2 работы: последовательных соединений и цепь с параллельным соединением. Сначала ребята соберут из конструктора цепь. Конечно, учитель пройдет, проверит, и после того, как учитель дает добро, согласие на выполнение практической работы, ребята уже могут подключаться, собственно, к компьютеру и дальше уже проводить измерения. Дальше вы им предлагаете собрать цепь согласно рисунку. Ну, вот здесь, если вы посмотрите отдельные методички по практическим работам с помощью конструктора, здесь большое количество различных цепей, которые предлагаются, от простых до более сложных, которые вы можете собирать. Они идут конструктором. Собираем вот такую электрическую цепь и постепенно, меняя сопротивление с помощью реостата, наблюдаем на экране за изменениями показания датчиков тока и напряжения. На экран датчики выводятся либо одновременно в показании, либо выводятся, можно сделать так, что они будут выводиться по отдельности. На втором этапе урока вы предлагаете ребятам собрать схему, как показано на рисунке. Ползунок реостата можно установить посерединке, замыкаем ключ и опять-таки перемещаем ползунок реостата в левое положение и по датчику наблюдаем уменьшение напряжения на лампе. Затем ползунок реостата перемещаем в правое положение и наблюдаем увеличение напряжения на лампе. Ну и в заключение я бы хотела сказать, что если мы будем продолжать обучать ребят сегодня так, как мы это делали вчера, лишь потому, что мы так привыкли, и нам так удобно, и мы не хотим меняться, то мы у наших учеников
украдем завтрашний день.